Суп густой. Смотрите, какая его консистенция. Очень ароматный. Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами приготовим суп-пюре из кабачков и паштет из куриной печени. Давайте готовить. Вначале нарезаем все овощи. Я нарезаю лук. Нарезать можно произвольно, соломкой, кубиком, неважно. Все будет пробиваться блендером. Морковь я нарезаю потоньше, так она быстрее приготовится. Далее мы нарезаем картофель, также произвольно. И нарезаем кабачок. У меня кабачки тоненькие, такие молодые, шкурку я не снимаю. Если у вас кабачок старый, вы можете снять шкурку и удалить семена, но мне это не нужно. И также произвольно нарезаем. Кабачки можно покрупнее нарезать, они быстро готовятся. Все овощи мы подготовили, теперь идем к плите, будем обжаривать. Начнем с лука и моркови. В кастрюлю я налила немного растительного масла и положила небольшой кусочек сливочного. Сейчас масло нагреется, мы забросим лук. В кастрюльку мы высыпаем лук. Наш лук посветлел, теперь мы добавляем морковку. И будем обжаривать до золотистости. Наш лучок подзолотился немного, морковочка стала более мягенькая. Теперь мы добавим сюда картофель. Ну и следом к картофелю идет кабачок. Сверху кабачки нужно залить обязательно водой. Воды наливаем сколько, чтобы покрыли кабачки. Друзья, пока наши овощи тушатся для супа, мы займемся печенкой. Я нарежу лук также произвольно. Можно соломкой, можно кубиками. Это также не важно. Мы будем потом все пробивать блендером. Морковку я натру на крупной терке. Так она быстрее приготовится. Морковку я натерла. Теперь идем к плите, будем обжаривать. В сковородку я налила растительное масло и добавляю сливочное масло. Высыпаем лук и добавляем морковь. Все хорошенько обжарим. Посмотрим, как наш супчик поживает. Все хорошенько варится. Наш лучок и морковочка подзолотились. Теперь я высыпаю печеночку. Полный рецепт ингредиентов будет в описании к видео. Теперь печенку нужно посолить. Солите по вкусу. И добавить черный молотый перец, также по вкусу. Готовить ее долго не нужно, чтобы она не была жесткая. Наш супчик нужно посолить по вкусу, добавить черный молотый перец, также по вкусу. Все хорошенько перемешать. Посмотрим нашу печенку. Так, вот если мы ее прокалываем и смотрим, что нету крови, видите, нету крови. Все, печеночка готова, она мягенькая. Печень я переложила в кастрюльку. Теперь добавлю хороший кусок сливочного масла. Оно растает, и я все пробью блендером. Вы можете по желанию добавить чесночок. В наш супчик я также добавлю сливочное масло. Для пикантности я добавлю ложку чесночного масла с укропом. Это зеленое масло, очень вкусное. Нашу печеночку мы пробьем блендером. Смотрите, какая получается мягкая масса. Если нету блендера, вы можете прокрутить на мясорубке, но нужно пару раз перекручивать. Теперь все переложим в мисочку глубокую и накроем пленочкой в контакт. Пусть остывает. Я сейчас подсушу хлебушек. Наш супчик уже скоро будет готов. На хлебушек мы будем выкладывать наш паштет. Хлебушек вы можете подсушить как на сковороде, так и в тостере. Наш супчик почти готов. За 5 минут до окончания варки я добавляю плавленый сыр. У меня очень нежный, я его не режу на кусочки. Если у вас более твердый сыр, порежьте его на кубики. Видите, он мягкий, сливочный. Хорошо подходит сыр янтарь, такой мягкий. И пусть еще 5 минут прокипит. Наш суп готов. Теперь мы его пробьем блендером. Если у вас суп получился очень густой, вы можете его развести сливками или кипяченой водой немного. Но заново потом прокипятить. Друзья, пока наш супчик немножко постоит,
напитается всеми вкусами и ароматами, мы сделаем бутерброды. Красивую подачу оформим. Я подсушила хлеб, намажу маслом каждый кусочек. Сверху я присыплю зеленью, у меня петрушка и немного укропа. Паштет наш я переложила в кондитерский мешок, и у меня такая насадка звездочка. Я оформлю, чтобы было более красиво. Вот так выдавливаем, и такую розочку мы делаем. Сверху я добавлю укроп, маленькую-маленькую веточку для красоты. Еда должна быть не только вкусной, но и визуально красивой. Друзья, вот такие аппетитные бутербродики с паштетом у нас получились. Сейчас будем насыпать суп. Друзья, суп наш готов. Бутерброды с паштетом также готовы. Вы можете в суп добавить чесночок, когда готовите. Я не добавляла. У меня есть масло оливковое, оно с укропом и чесноком. Я его добавлю сверху, немного. Вот так, для красоты. Ну и теперь попробуем, что же у нас получилось. Суп густой, смотрите, какая его консистенция. Очень ароматный. Плавленый сыр сливочный дополняет вкус очень-очень. Но если у вас нету сыра плавленого, вы можете добавить сливки. Но тогда не закрывайте крышкой и не доводите, чтобы суп кипел сильно, иначе сливки свернутся. И масло придает чесночный вкус. Ну и попробуем бутерброд с паштетом. Паштет очень-очень нежный, сливочный. Морковка, посмотрите, какой он. Добавляет сладость. Самое вкусное сочетание. Готовьте, друзья. Друзья, кому понравилось мое видео, подпишитесь на канал, поставьте лайк и обязательно поделитесь с друзьями. Я буду вам очень благодарна. Ну и еще, у меня есть второй канал. Я живу в Турции и все рассказываю о Турции, о своей жизни и обо всем. Кому будет интересно, заходите, канал будет здесь. Я буду рада вашей подписке. На сегодня же я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. До следующей встречи в новых видео.